Салам алейкум. Вас тоже с праздником. Друзья, добро пожаловать в Таджикистан. Вот, наконец-то, надеюсь, осуществится моя мечта. Поездка в Памир. И очень хотелось бы увидеть границу с Афганистаном через реку Пянш. Посмотреть на афганских людей, афганские дома. В общем, посетить Горно-Бадахшанский район. Для того, чтобы его посетить, нужно обратиться в городе Душанбе в Авир и получить разрешение. Просто так туристу туда попасть нельзя. Разрешение стоит 120 самани. Делается 15 минут, поэтому нужен только паспорт и деньги. Ни фотографий, ничего больше не нужно. С горем пополам выехал из Душанбе. Большие пробки. Но вроде бы все. Теперь только зеленая дорога и зеленая трава. И вокруг горы. Постоянно горы. Смотрите, очень много садов. Я не знаю, что это за дерево, но оно цветет розовыми цветками. Первая остановка. Почему я здесь остановился? Потому что здесь очень много яблок продается. Просто грузовичками маленькими. Здесь видно рядом где-то сады и склады находятся. 3 килограмма яблок, 20 самани. Ну, в рублях это где-то 150 рублей 3 килограмма. Нормальная цена. Останавливаться хочется каждую минуту. Смотрите, какие красивые цветочки. Какое-то дерево цветет. Непонятно. Прям такой кислотный цвет вдоль трассы. Очень тепло. Внизу горная река. Не дай бог, конечно, туда упасть. Все. Лето на носу, как говорится. Сразу после туннеля большой базар. Много-много всевозможной зелени, курутоп, сухофрукты, какие-то лепешечки, помидорчики, огурчики. Весна, одним словом. Ну а внизу просто бешеные виды. Внизу очень красиво. Какое-то водохранилище бирюзового цвета. Долгожданная вывеска Куляп. 85 километров до него. На местном рынке сейчас менял деньги. Чем отличается вот местный базар от других в Азии? Очень много народа, очень плотно все. Прям вот реально плотно. Очень интересная продажа мяса. Как-то все это вот как в какой-то сказке. Как будто человек сидит внутри дерева, и вот он внутри дерева рубит тушь. Вот так вот все выглядит, мясные точки. Ну, прикольно. И еще что заметил, на рынке много девушек европейской внешности. Прям вот реально красивые. Вот, прям француженки, можно сказать. Вот это я не мог проехать. Так продается чакка. Прямо на трассе. Домашние яйца. Все домашнее. Все настоящее. Какой-то смалец, что ли, или масло. Масло? А, мясо, масло говяжье, наверное. Ну и, естественно, есть вот курут, местный курут. Все местное. Косички. Сыр. Чампуль. И тут я приплыл.
Вот так вот лежит чака в тазике с водой. Поэтому она всегда влажная. Если честно, останавливаться хочется прям буквально каждые 5 километров. Что-то новое видишь, но просто времени нету, нужно ехать. И еще я заметил, проезжал кишлак какой-то. Там мясо продавали прям вдоль дороги, вдоль трассы. То есть и видно, прям мужики разделывали туши рядом. И тут же прям вывешивали ее. Свежак. Свежее некуда, как говорится, говядина. Мне что-то так захотелось свежего тушеного мяса с луком, с лепешечкой. Ой, не будем думать о хорошем. И еще одна остановка. Смотрите, сколько индюшек много, свежих. Все свежее. Все только свежее. Перевел 935 рублей стоит килограмм. Вот такой штуки. Интересные штучки. Свежак, они прям холодненькие, я чувствую. Пахнет едой. Сиреневые холмики. Какая-то трава цветет. Спросил у местных, где-нибудь есть здесь столовая или, я не знаю, самса. Сказали, ближайшие 14 километров вы ничего не увидите. Город Мехработ проехал. Теперь Шарифобод. Один сменяется другим. Но это какой-то больше не город, а, наверное, какое-то поселение. И показывает, до Кулябы осталось 25 километров. Местные сказали, что здесь где-то уже вот рядом, буквально считанные секунды, километры, минуты есть Ошхана. Прям вот что-то плова хочется, и все. Душа плачет, просит плова. Не особо такой приметный городок, скажу. Да и народу здесь не особо много. Как сказали местные ребята из Душанбе, если ты богатый и у тебя нет BMW, то ты не таджик. Это круто, это топ, это бренд, это все что угодно, это дань моде. То есть, если много денег, у тебя должно быть в первую очередь BMW. Хулбук. Город Хулбук. Небольшие города. Буквально 5-10 минут и ты проезжаешь. Все заведения, которые Ошхона, все закрыты. А остановиться не получилось, потому что по центральной дороге едешь и практически везде по периметру стоят сотрудники ДПС. Поэтому город мимо. Ободи Саудати мост. На протяжении 40 километров одно всего место нашлось, где продают самса. Я думаю, что вот такая вот остановка самое лучшее место для перекуса. Внутри как будто тушенка. Самса с тушенкой. Залетает на ура. И только ослик засыпает. Прям на остановке. Солнышко его пригревает, кайфует он. Да? Не вставай, не бойся. Я просто подошел на тебя посмотреть, как ты тут поживаешь. Добро пожаловать в Кулеб. Куляб. Куляб, по-моему, по-русски говорится. Пацаны едут, улыбаются. Не поймут, что же я в руке держу. Наверное, город проеду я мимо по трассе. И сейчас, когда спрашивал цену на самсу, какой-то язык непонятный, даже не похож на тот, который я слышал, вот так скажу. Какой-то диалект.
каждые 3 часа остановка. Потому что какое-то состояние непонятное. Оно понятное, я чувствую, что что-то происходит с головой. Или атмосферное давление, потому что постоянно поднимаешься потихонечку, медленно поднимаешься. Все выше и выше. Вот сзади меня долгожданная вывеска. Дамургаба 709. До Хауруга 398, 400 километров. Расстояние, в принципе, это не маленькое для горной местности. И опять на горизонте снежные горы. Здесь чистенько очень в этом районе. Постоянно вверх. Для машины на 4-й скорости здесь тяжеловато идти. Просит 3-ю. Куляп остался вообще где-то внизу. Здесь уже становится холоднее, чувствуется прям нормально холоднее. Здесь уже снег лежит и не тает. Первый чекпоинт, проверка документов. Собака на солнышке спит. Первый блокпост военный проехал. И прям буквально 30 метров это ППСники, ДПСники. Но я вижу, что это там надо. Я даже не стал одевать на себя ремень, потому что я понимаю, что сейчас выходить. Все почему-то выходят. Сразу отсутствие ремня раз, не остановился перед знаком стоп. Я говорю, а где? Там стоп действительно написано, но не было. Непонятно, стоп что? Остановить машину здесь, я вот этот момент реально не понял. Ну и, короче, документы на штраф, а старший сидит там, ладно, я вижу, он молодому кричит: гость. В общем, Мехмон. Очень красиво. Как-то необычно все выглядит. Будто здесь землетрясение было давно-давно. Такое аж страшное все. Страшно красиво, вот так скажу. Там, здесь вот видно, как камни сыпятся сверху. Как будто здесь большой дом для термитов, которые все выгрызли. Как же красиво там внизу. Просто бешеные виды. Необычные цвета такие. Красные, коричневые, зеленые. Там внизу река течет. И он стоит домик. Я так понимаю, пасека это того домика. Пчелы, наверное, уже вылетают. В принципе, уже деревья цветут. Ставишь одно время на то, чтобы добраться. Получается в 2 раза больше. А первый раз едешь, всегда так. Остановки за остановками. Все интересно. Все красиво. Все прекрасно. Буквально 300 метров нужно было проехать. Здесь видно, что вот там вот вода течет. А откуда-то оттуда тоже вода стекает в основную пойму. Внизу далеко-далеко стадо пасется. Какое-то поселение. Одно, второе возле гор, третье. То есть люди здесь живут. Здесь есть жизнь. Живут и радуются. Я представляю, если он прожил здесь всю жизнь, каково ему в городе. Просто тяжко. Здесь еще открываются виды нам. Красивые. Реально крыша мира. Один раз в минуту, наверное, звук слышу. Звук мне это напоминает звук птички. Кеклика, каклика в брачный период. Ну, когда вот его сажают, и он подзывает. Вот такой же звук. Видно внизу где-то шумят птички. Корова убежала. Увидела, я останавливаюсь. Смотрите, здесь есть источник. Можно попить водички свежей. Но она перерывная, но есть. Я подошел, закончился. Корова пила. Здесь что-то написано. Вот.
Питьевая вода, drinking water, Оби Нушоки. И вот тут Нуридин Махмудов, но это имя, чему Атиде Хоти, это я не знаю. Наверное, не знаю, что-то посвящено ему. Может быть, этот источник, родник. Может быть, он его сделал. Так, сначала думал, что дорога будет туда, но оказывается вообще куда-то туда идем. Пока тепло. Нету холода. Ух ты, вода пошла. С перерывами. Надо ее попробовать. Не понял. Питьевая обычная вода. Ничем не отличается от магазина. Есть какой-то там такой привкус. Ну, нормально. Пить можно. То жарко, то холодно. Постоянно приходится раздеваться. Потому что наверху было прохладно прям. Здесь они более раскрывшиеся. Тишина гробовая стоит. И вон там где-то внизу видно, что-то добывает, переработка. Там большая тара овец. Слышно, как пастухи между собой перекрикиваются. Ну а с той стороны иногда доносятся, опять же, звуки какликов. Причем с разных точек они оттуда доносятся. Видно, много их здесь. Таджикистан богатейшая страна, реально очень богатая, очень богатая. Завидую белой завистью, как говорится. Пацан продает возле дороги вот такую штуку, но не пес. Пес? Он просто, по-моему, кивает мне. Но пахнет чем-то таким чесночным. Чампуль? Да. Ну и все, и тут. Да. Да, это сколько? 5? А можешь мне на 10? Один. В общем, вот один такой пучок, 10 самани. 10 само. Блин, я бы взял, я просто не знаю, что с этим делать. Салат? Ладно, тебе хорошие тогда продажи. Вон там вон козы. Прям много-много коз. Так и хочется к ним подняться. Сейчас проезжал через кишлак. Ну там скорость снизил, пост. И перед постом дядька идет и прям поздоровался. То есть руку к груди и поздоровался. Добро пожаловать. Видят, что машина не местная. Так приятно, конечно. Я думал, в Киргизии горы крутые, честно скажу. Я, наверное, так Таджикистан просто не видел. Не по той стороне Таджикистана я раньше ездил. Я 10 километров уже еду час, наверное. Местами бывают переметы, такие каменные. Вот смотрите, видите, с гор вот такие типа речек, я не знаю, что такое, селевые потоки спускаются. Ну, опасные эти штуки, конечно. И такие очень часто встречаются. Таких здесь много. А местами прям дорога пересыпана камнями мелкими. Вот одна полоса полностью даже закрыта. Коровы зачем-то прыгают друг на друга. А здесь что-то продают. Абрикос. Нет, это не абрикос, это что-то похоже на сушеный тутовник. И темное, не знаю, точно не зефирное масло. Может быть, какой-то сироп. А еще заметил, что здесь тандыры почему-то из бетона сделаны. Не из глины, а из бетона. Первый раз такие увидел. И вот интересно, при нагревании он не лопается, бетон? Или его изнутри еще раз глиной потом промазывают? Машина прям тяжело идет. Подъем сильный. Я остановился, здесь снимаешь. Мне кричат здесь погранзастава. Ты что тут снимаешь? Вот так вот. Вот этот знаменитый стенд. Вниз, если спуститься, там Афган-базар. Не знаю, пустят нас, не пустят. Но попробуем. Туда не пустили. Туда пускают только граждан Таджикистана на Афган-базар.
И вот, оказывается, это уже идет граница через речку, а он солдат. Блокпост, через который можно отстреливаться в случае непонятном. Вон с той стороны уже идут афганцы домой по афганской одежде, но они далеко, я не могу их увеличить. Пянш, Афганистан, вот он рядом. У кого есть цель пересечь границу, это сделать в принципе 3 секунды, если кому-то это нужно. Я не думаю, что тут проблема. Но нам туда не нужно. Красота. Жалко, конечно. Очень хотелось бы попасть на Афган-базар. Даже не имею представления, что там продается. Просто интересно. А вот отсюда уже видно какие-то тропы, домик чебанов афганских. Или, я не знаю, военные. Скорее всего, чебаны. Чебаны, там вон дети. Вообще кишлак какой-то. Там ишаки бегают. Ишаки заорали, увидели меня, подходящего к границе. Салам алейкум! Эмоции переполняют меня. Самое интересное, они спускаются откуда-то с гор. Высоко-высоко с гор идут. Внизу я вижу бараны, козы и много-много ослов. Дорога, похоже, так и будет идти вдоль Пянджа. Знак, и написано, что заминировано. Заминировано с афганской стороны, скорее всего. Вот видно на горизонте, на той стороне какой-то домик стоит. Скорее всего, это водяная мельница, потому что ручей через него проходит. Или мельница, или гидроузел, гидроэлектростанция маленькая. Да, что-то из этого. Наверху водопад красивый. Высоко-высоко. Афганские красоты. Ну а здесь вот прям видно четко кишлак афганский. С той стороны. Время намаза. Там где-то на горизонте мечеть находится. Что читает мулла. Смотрите, крыши все кишлаки оранжевые, синие. Дома тоже такие специфические. Интересно, как они с внешним миром связаны? Через горы или есть какие-то дороги? Это уже большой чекпоинт, потому что здесь, наверное, должно быть много солдат, в случае чего, чтобы могли отстреливаться. То есть не один человек. Все из камня сделано. По дороге шли 3 сотрудника, остановились, спрашивают, зачем ты там остановился. Как раз вот где стоял, место чекпоинта, что ты там делал. Я снимаю, в это время слева от меня большая погранзастава. Они оттуда, видно, увидели, как я подходил к этому чекпоинту. Вот как раз получается возле кишлака и стоит погранзастава. Такая крупная. Контроль. Очень много солдат идут постоянно навстречу. Вначале мало было, вот здесь вот прям. Я не знаю, как другие блогеры тут снимали спокойно. Тут не очень спокойно снимается. Стоит Нива вдоль реки, ну, обычная, беленькая. И сидят два дядьки в военной форме цвета хаки, и у них стоит штатив и телевик мощный. Что-то рассматривают с той стороны. Между прочим, я хотел такой телевик с собой взять. Думаю, ну, афганцев сейчас буду рассматривать. Рассмотришь здесь. Все под контролем, все четко. Вроде бы никого нет, а каждое мое движение отслеживается здесь. Парадокс. Машина, которая здесь останавливается, автоматически сразу привлекает к себе внимание. Ну все. Добро пожаловать. Очередной пост. Не пост, а даже погранзастава. И сразу возле нее метров, я не знаю, буквально
200. Очень красивый водопад был. Там как вешенки, вот такие большие камни, из них стекала вода. Зонтики. Естественно, остановиться там никто не даст. Очень красиво. Сюда, естественно, лучше ехать на машине с бензином, чем с газом. Здесь очень высоко и уже не видно дороги. Зато видно погранзаставу опять. Очередная впереди. Пора отключаться. Если внимательно присмотреться, появилась дорога внизу, как она шла. И такие витые дорожки прям вот наверх поднимаются по этим склонам с афганской стороны. То есть там или чабаны ходят, или кто-то другой. Здесь вот идет ограждение с таджикской стороны. Непонятно для чего, там нету, а здесь есть. То есть здесь, наверное, легче перейти на афганскую сторону. Ну, вот там кишлак какой-то опять очередной. Да, афганское поселение. Я не знаю, в Афгане кишлак называется. Видно, что все дома из камня и стоят какие-то сарайчики для животных, и причем их очень много. Песочек там какой-то. Все красиво и прекрасно. Видно, как едет афганец, мотоциклист. Увидел чекпоинт на той стороне, на афганской, с талибским флагом, но в это время шли дяденьки-солдаты. Закончился бензин, и вот в кишлаке Зигар полторашку за 19 сомон пришлось купить. Продолжаем лицезреть афганскую сторону. Сейчас остановился, поговорил с местным, и вот он рассказывает, что вот все вот эти аппаратики, которые стоят на той стороне, на афганской, это мини-золотодобывающие предприятия. Ищут золото. То есть поднимают руду, камень, песок и через сито промывают. И таких здесь, ну вот пока я еду, уже, наверное, сотня мне повстречалось. Значит, здесь много золота. Как говорится, дыма без огня не бывает. Также встречаются пасеки и много-много-много людей на мотоциклах. Любимый транспорт – мотоциклы. Начинает темнеть. В общем, все поселки, которые идут вдоль реки, это все погранзаставы, все кишлаки, в общем, все связано с военными. И я 2 раза даже испугался. Просто поворачиваю голову, и на меня такое огромное количество военных смотрит с высоты. То есть они как... Вот вроде бы здесь никого нет, а вроде бы за тобой все смотрят. Вот так, вот такое ощущение. Еще таджикская форма военная такая сливается, и как раз сейчас все зелененькое, свежее, ну, они просто сливаются. Очень, очень хорошая форма именно по цвету. И еще один момент, я вот как раз, где они стояли, на меня смотрели, все это и произошло. Слева от меня увидел 2, может быть, какие-то могильные таблички с фотографиями, ну, погибшие, память погибших. Но они стояли в каких-то арках, и, по-моему, над этой аркой стояли или рога архара, или, ну, козы. Вот хотел подойти, но не получилось. Кто знает, будьте добры рассказать, что это. Вопросы за вопросами. С таджикской стороны, если на той стороне стоит какое-то поселение, обязательно есть блокпосты, много-много. Если это что-то крупное, то погранзастава. Ну, место, где от пуль скрываться есть с этой стороны. А я с той стороны вообще не наблюдаю таких постов. Или они хорошо замаскированы, или они такие бесстрашные. Вот это вот очень интересный момент. Промониторив рынок дорожный,
узнал, что самое лучшее место – это Русан Аки. У него есть столовая, и тут же есть хостел обычный. На улице быстро очень стемнело, поэтому вариантов в принципе и нету, где остаться. Сказали, здесь самая дешевая еда в ближайшей округе. Вот буквально через 20 метров находится река, и через реку большой кишлак афганский, и там все горит. Все прекрасно. Местные закуски. Прям вот реально местные. Вот так вот выглядит шурпа. Я, в принципе, давно такого уже не видел. Это реально очень много. Ну там прям вот кость и мясо. Много мяса. Мясо отличается сразу. Оно горное, оно пожестче. И это не претензия, это факт. Шурпа вкусная. Хотелось бы еще раз подчеркнуть, что здесь все, вот кто сейчас сидел, водители, дальнобойщики, они все относятся с уважением. Они на выходе вот так вот делают все. То есть до свидания, приятного аппетита. Я не знаю, как это расшифровывается. Местные знают, но все с уважением относятся даже к чужому человеку. То есть вот ты чужой, все равно вот так вот. Но будьте любезны. Толщина стен в комнате гостиницы шире меня, поэтому сигнал сотовой связи даже не пробивается сюда. Матрас, перина, все как положено. Ну и обязательный атрибут, без которого сейчас невозможно спать в горах. Вот такая вот печка. Сзади меня просыпается кишлак афганский. Вернее, он уже проснулся. Очень холодно. Гору аж прихватило за ночь. Ночью ничего этого видно не было. Сейчас вот оказывается здесь красиво. Все цветет. Индейки поют. Яблони. В общем, красоты местные. Вот такая вот штука висит во дворе. Это говорит о том, что готовят плов в большом казане на большое количество людей. 100%. Все из камня. Абсолютно все. Только сейчас я обратил внимание на это дерево. Это и не орех. Это точно не орех. Непонятно, что за дерево. Но очень толстое. Прям свежо утром. Индейка на крыше. Индюшка лазит. Афганцам песни поет. Ну а теперь можно поближе рассмотреть, что происходит на той стороне. Во-первых, дорог нет. Это какая-то утоптанная годами, веками. Хотя машина он идет, едет спокойно, без проблем. Люди вон что-то несут. И видно очень много мотоциклов. Они спускаются на мотоциклах везде. Также я вчера еще поговорил с мужиками. Действительно, да, они добывают золото. Все, что я видел, это все прииски. Здесь раньше была река, ее сейчас вот эту часть, получается, закрыли, потому что делают дорогу с таджикской стороны. Так как это пограничная зона, видно, вон они в военных формах катаются, в черных тюрбанах. Перед дорогой нужно заправиться. Здесь заправка происходит из ведра. То есть сейчас, получается, я обратно вернулся сюда, на обратном пути опять заправиться нужно, потому что мало ли, что будет по дороге. Раньше эти фуры ходили через Киргизию, сейчас через Таджикистан напрямую. Везут электромобили. В Душанбе поехали. Сколько стоило переночевать и поесть в этом заведении? 0 рублей, 0 копеек. С вечера хозяин, попозже, сейчас не надо, утром. То есть дотянул до того момента, и перед отъездом спрашиваю, сколько денег надо? Как он сказал, гость, копейки не возьму, клянусь. Вариантов не было. Ему спасибо огромное, конечно. Там цены, в принципе, и так были на жилье копеечные. Но
здесь так принято, заведено. Со своих он, естественно, возьмет деньги. С граждан Таджикистана. Но так как я чужеземец, очень приятно, если честно. Время позавтракать. Кафе называется СССР. То есть издалека его видно, поэтому без вариантов. Сразу оно для посещения. Все молились, когда я зашел. Или поели, я так и не понял. Или, ну, в общем, помолились и ушли. И здесь уже слышно, сейчас подойду к окну, что я здесь услышал. Здесь я услышал, как мне показалось, что люди разговаривают на тюркоязычной группе языков. Но у них такой говор. Киргизы, скорее всего, были. Много спецтехники. Денис с камерой вот так выглядит. Что-то в горах лицо прям это поддавливает. А там сейчас рядом с нами стояла, получается, машина 156-й регион из России. Здесь совсем другая жизнь протекает, вообще другая. Вдали от цивилизации. Не то, что прям здесь древний век, но здесь все есть. Здесь все намного сложнее происходит, делается, ну, так как горная местность тяжелая. Но как-то интереснее здесь. Салам алейкум. Асфальт закончился. И началось бездорожье. Раньше здесь, наверное, был родник. Пянж. И эта картина будет повторяться долго. Тут кишлаков нету. С той стороны только дорога вьется. Но это еще терпимая дорога. Так можно ехать. Скорость 30 км в час. Перегонщики техники из Китая в основном жители Мургаба, этнические кыргызы. Вот сколько они зарабатывают? От 4500 самани перегнать машину до Душанбе. То есть чем дороже техника, чем больше она и чем медленнее едет, тем выше ставка. Потому что на легковой там, допустим, они добираются 2 дня, а на этой уже 4 дня, соответственно, цена увеличивается. Очередной афганский кишлак. И смотрите, крыши прямые у всех. Так как здесь мало бывает осадков, то есть не нужны конькообразные крыши. Такой довольно-таки длинный кишлак. Немножко интересных новостей. Разговаривали с одним дядькой сейчас недавно. Ну, просто остановились возле кишлака и спрашиваем, там, что изменилось, что нового. Он говорит, все, кто там живет, это все этнические таджики. Но, естественно, также много родни там с этой стороной. Раньше было намного проще общаться, сейчас граница такая более жесткая. Они приходят на афганские базары, афганцы сами покупают таджикские товары, но это все происходит на нейтральной зоне. Внутрь, на территорию страны они попасть, естественно, не могут. И вроде бы все, вроде бы и люди одинаковые, и обычаи, и все. Но когда пришли талибы, естественно, это все равно отпечаток свой отложило. И вот он рассказывал, был случай, женская измена, ну что-то такое там, в общем.
И женщину, и мужчину закидали камнями. Не просто закидали, как вот позорный поступок, типа вот, если в тебя кидаем камень, а закидали до смерти, просто убили их. Кто не хотел кидать, тот был бы на их месте. Ну вот они прям совсем близко идут куда-то. Стоят джипы, крузаки, патролы, тойоты. То есть как-то они туда добираются все-таки. А внизу видно вон источник. Это или мельница, или мини-ГЭС. Здесь все реже и реже встречаются погранзаставы. Даже если с той стороны кишлак, то здесь может и не быть ее. Обещали, где-то впереди должна быть хорошая дорога. Но пока только такая. Сначала я подумал, что вечером привет, почет отдается, ну если мимо проходишь. Мимо на машине едешь, тоже отдают почет. Хотя я для них чужой человек, еду на машине. Ну вот и первые фокусы, которые нужно убрать с дороги. То есть здесь я точно не проеду. Мне по-любому это убирать дело. Ой, вот оттуда. Прям недавно, видно, упало все это дело, потому что машины уже проезжали здесь. Вот прям считанные минуты назад. Так, сейчас самое главное вот это откатить. Большой. И все. Так, ну этот один я, наверное, не откачу. Сейчас подожду, солдаты идут там. Дорога расчищена. И смотрите, вот такие вот штуки попадаются. Их тоже желательно убирать, потому что они колесо, ну, порежут в 3 секунды. Как бритва. Опасная штука. Ну все, можно двигаться дальше. Фуры идут без остановки. Остановился возле магазина, чтобы купить вот таких вот сладостей. Конфеток детям раздавать. Надь, подойдите сюда. Не берут, блин. Ладно, эти городские там по трассе встречаются очень часто, те берут. У меня был случай, я ехал, и пацаны идут, чипсы едят. Я останавливаюсь, я говорю, можно одну штуку? Он говорит, да, без проблем. Он руку к груди приложил, бери, я взял, он улыбнулся. Ну, не ожидал, что, видно, турист может спросить меня. Они стесняются просто. Настоятельно мне рекомендовали попробовать вот эту штуку. Я говорю, диареи не будет, сказали нет. Но это самый типа лучший топовый раствор. Чай из шиповника. Чуть сладковатый и холодненький. Очень вкусно. Интернета нету. Связи нету. Никаких проблем нету. Никаких новостей нету. Плохих, хороших. Только одна дорога. Здесь прям вот свежо чувствуется. Солнышко греет, но все равно свежо. Во-первых, выше и выше поднимаемся. Много снега на вершинах. И внизу река. Представьте себе, что автовозы вот здесь вот идут. Тут надо на УАЗике ездить. Как я понял, все компании это китайские, которые вот попадаются по дороге. То есть мосты, асфальт, туннели. Все это делает Китай. И даже китайские рабочие, по-моему. Потому что их очень много, я вижу. Блокпост, проверка документов. Сотрудник разговаривает очень хорошо на русском и говорит, 3 месяца назад я работал в Москве там на стройке. Мне неудобно стало. Ну, хотя я ему сказал, а как так можно? Блин, там на стройке, а тут вы сразу на блокпосте стоит, он принимает документы. Но суть не в этом. Нормальный мужик так пригласил чай попить, сотрудник БДА, по-моему, и говорит, блин, ну как вам объяснить, говорит, что мы не такие? Мне, честно сказать, неудобно стало. Я понял, про что он. Да и все поняли все. Ради такого стоило остановиться. Нет, я не умею. Я городской. Попробуй, мы тоже городские. Нам готовые привозят. А что, он глубоко не пашет же, да? Не, пашут просто это каменистая
поднимается. Желательно поверхностно. Я, я. Опять. Опа, я. Опа, я. И сколько они вот так пахать могут? Весь день? Да? Да? Ну, они специально обучены. Вы на дороге. Их держат только для пахоты, да? Я откуда? Москва? Ну, эти еще слабенькие, только в этом году начали. Центр Москвы. Не, нет, окраина. Деревни живут. Древний, да. Древний. Основной доход откуда здесь у людей? Основной доход. Ну, Че это ты сколько? нашел такое? А? Че это такое? Это мы сажаем. А Попробуй. что это такое? Я же разгрызть не могу. Почему? Зубы слабые. Это фасоль, что ли? Не фасоль. Попробуй. Горох. Нет, не горох. Мах. Помылся. Это что-то крепкое. Но это что-то фасолевое. Прям вот привкус такой же. Правильно? Здесь этого добра много. Это сейчас вы посадили или с того года? Сейчас. А, вы раскидали, это уже переворачиваете, да, землю? Здесь вот в вашем кишлаке национальная кухня, что на первом месте будет? Как называется? Ширчай. Ширчай? Да. Это чай с молоком, с хлебом, да? Да. Это вот прям национальная. Да. Ну, потом плов. А еще вопрос такой, это не кладбище? Да нет. Нет? Это просто камни собрали в земле. В А. одну кучу собрали. Тут уже просто путаешься, где кладбище, потому что Не путайся. У нас видно. специальное место для кладбища, так что туда. Ладно. Хорошей вам пахоты. Мы поедем дальше. Ага. Спасибо. Параллельно едет Mitsubishi Pajero Sport, старенький, афганский. Причем внутри пассажиры очень внимательно рассматривают мою машину. Что я делаю? Голод не тетка, поэтому сейчас обед. Обед, все здесь останавливаются, написано Ошхана. И когда я заходил, я смотрю, у всех в тарелках лежит желтый плов. Сначала зашел внутрь помещения, но там темно, там неудобно снимать. И сразу что мне бросилось в глаза, это потолки, стеклянные потолки, окно в потолке, в общем, вот так. Вот такой ромбиками. Не знаю, как на вкус, но визуально у соседей по топчанам красивый плов. Не очень удобно снимать, конечно. Плов прям сладкий. Я чувствую это. Вкусно, вкусно. Много моркови. Прям, наверное, от этого он и сладкий. И в плов, видно, добавляется куркума. Потому что слишком желтый плов. Это точно не от моркови. Такой цвет. Вот и попробовал я памирский плов. Морковь порезана крупно. И сейчас вот по поводу риса скажу как раз момент. Плов сочный, но в то же время в конце как будто чуть-чуть недоваренный рис. Хотя
Не пропаренный, вернее, вот так скажем. Хотя влаги вокруг риса очень много. Сам плов ни разу не сухой. Ну и, конечно, закрепить все это нужно абрикосовым компотом. Блин, такой вкусный, даже не хочется останавливаться. Пожалуй, надо еще заказать. В общем, все это вкусненько. И подают здесь, забыл показать, хлеб, булка. Не лепешка, а булка. Это просто прелесть, а не сок. Компот, сок, я не знаю, как это назвать. Но это не компот, это сок. Хотя как может быть сок из сухофруктов? Наверное, все-таки компот. Девушки, которые выходят из столовой, у всех волосы ниже колен, можно так сказать. И все такие... На кого же они похожи, сейчас скажу. Какие-то метиски. Азербайджанка с европейцем, что-то такое вот. Вот прям метиски реальные. Показывать не буду, неудобно, но волосы, я говорю, у всех до колен. Прям такие. Как будто все используют шампунь «Лошадиная сила». Но плов вкусный. Очень хорошее место. 100% здесь будут останавливать спутники. 100%. Что все и делают. Довелось все-таки мне сейчас пообщаться с помирками, с девушками. Две девушки сейчас по дороге 5 километров подкинул. Разговаривают на таджикском, памирском, там какой-то диалект, на русском и учат английский. Вот такие языки. А памирского в школе нет. В школе есть таджикский, русский и английский. Ну, а памирский, свой диалект, они от родителей. Одна девушка была похожа, такая темненькая, а вторая прям вот европейка. Такая даже. Я бы вот если ее увидел, наверное, в России, перепутал бы, честно скажу. Такое европеоидное лицо. Симпатичные. Обе симпатичные были. Что нужно прям отметить. Так с ними поболтал. Спрашиваю, хотели бы вы переехать в Душанбе, ну в город подать? Нет. Говорит, я говорю, почему? Мы, говорит, здесь привыкли. Самый главный фактор для них это климат. Местный климат их устраивает. Там им жарко. Здесь они привыкли. У нас, говорит, все здесь есть, все, что нам нужно. Поэтому... Где родился, там и пригодился. Добро пожаловать в Памирский тракт. Продолжаются поиски настоящих памирцев. Ну а пока лицезреем афганский кишлак. Его отличие от таджикского. Крыши синие, красные и редко бывают коньком. Но это такой же более современный. Или более новые дома уже покрыты вот металлом. А старенькие дома с глиняной крышей, они плоские. Потому что здесь минимальное количество осадков. А если они и бывают, то внутрь жилища не проникают. Памирские сады именно так и выглядят. Там идет общий обед. Здесь все так же пашут на буйволах. Здесь, в принципе, они горы впереди снежные. Снега много. В машине сидишь, тепло, солнышко пригревает. На улицу выходишь, уже прохладненько. Но вечером здесь точно холодно. Пока солнце терпимо. Для неокрепших организмов. Вроде моего.
Кишлак называется Мафоза. Это интересная остановка. Вот сделанный сплит. Хотелось бы отметить чистоту. Здесь очень и очень чисто. Люди чистоплотные. Всегда делаю остановку, если это интересное место. Это какое-то священное место. Следы есть, значит, ногами можно наступать сюда. Кусок камня, но он... Что-то я не понял. Он засаленный. Он пахнет жмыхом. Реально пахнет жмыхом. Его как будто натирают чем-то. Интересно даже. Да, здесь семечки. На нем колотят, что ли, я не пойму. И что-то вот семечками. Прям вот это масло от семечек 100%. Или их тут разбивают, или их колотят. Ну, интересно, интересно. И еще как один из вариантов, может быть, это стопы, следы от стоп какого-то, ну, не знаю, великого человека. Вот и вот. Может, поэтому нужно смазывать семечками или маслом, жмыхом. Он весь, камень весь в этом деле. Вот так вот выглядит бак от Мига. Ну а сейчас он стал душевой кабиной, душевым баком. Очередная остановка. Пригласили в гости попить чай. А как называется ваш кишлак? Дерушан. Дерушан. Слушайте, братва. Туда зайдем или на природу? Вот здесь вот лучше. Если туда зайдем, туда зайдем. Не, вот лучше здесь. Тогда вот. Все чисто, ухожено. Деревья, газончик, ручейки. Ответ получен. Натирают. В общем, натирают там всем. Это место для молитвы. Там совершают дуа, так как это мусульмане. Здесь шел какой-то святой человек у памирцев по шелковому пути. Он как-то связан с принцем. У памирцев есть принц, который живет где-то за границей. То есть он умер, остался его сын, унаследовал трон. В общем, все это вот так вот связано. И натирают это место курдюком животным, бараньим курдюком. А семечки, откуда семечки, спросил, сказали, может быть, дети сыпят, может быть, кто-то подсыпает. То есть там кто побогаче оставляет после молитвы деньги, кто победнее конфетки, яблочки, ну что такое сладкое. В общем, место для молитвы. И на самом деле вот в этом камне остались отпечатки этого святого человека. Он был настолько почитаем, настолько сильный, что оставил следы после себя. Чай зеленый, то ли с Украины, то ли из Беларуси. Привезен такой прессованный. Ну, просто такой. Сейчас полосну, и это будешь пить. Вот это кипяток. Спасибо. Хлеб принести тоже. Не, спасибо, И спасибо. вот хлебушек. Вот Мы здесь просто чай попить. самса. Как революция победила, Красная Армия, и все они... Вот здесь жили афганцы. Здесь не афганцы, ну просто, они наши просто. Раз границы русские приходили, короче, Красная Армия, они убежали, и мы здесь построили себе это. Памир впервые нахожусь. У вас здесь есть дикие козы, бараны? Много. Козы есть. Охотитесь? Запрещено. Они же это. А нету официального? Нет, официально есть уже, просто они боятся органов. А не спускаются они? Нет, спускаются они, но просто они очень далеко все. А когда спускаются? Когда снега много? Когда снег много будет, они тут Прям даже здесь прямо ходят? сюда входят. И птицы вот такие, как куропатки. Потом Каклик, еще другие кеклик, называются. каклик. Да, вот эти. Я их из этого слышу много здесь. Да, козы здесь много. А сколько вот в вашем кишлаке здесь домов? 300. 300 домов. 300 дворов. А человек, получается, проживает? Ну, раньше было много, а сейчас все их. Много. Вот этот дом закрыто. Вокруг нас вот 16-18. Где-то 6-7 дворов закрыли. Тут в Германии живут.
Ну, большинство. А язык какой, на каком вы разговариваете? Таджикский. Таджикский? Конечно, в школе таджикском. Нет, Просто а... дома. Дома на памирском. Ну, это, да, я понял. Польский это не язык, это как тебе сказать? Диалект? Да, диалект. Диалект таджикского. Да, да. А так таджикский. А таджик поймет памирский язык? Некоторые поймут, но не все. Не все, да? Мгм. А сейчас это звезды, ну, эстрадные звезды, по телевизору, наверное, смотрят иногда. Они песни поют по-памирски. По-памирски ритм, по-памирски это музыка. И танцуют. Увидел отверстие и спросил, что это такое. Это называется природный холодильник. Здесь можно хранить мясо, масло. Ну, это все в каком-то сосуде. Здесь наливается вода, вернее, наливается. Она не наливается, она просто сейчас не подведена туда. Там вот открываешь, получается шторку, и вода сюда набирается. Все. Вот он, холодильничек. Надо потрогать воду и понять. Ну да. Вода просто ледяная. Вот если перегородку убрать, то холодильник начнет функционировать. Все просто и легко. Вот это наш европейский. Сейчас, секундочку. Это Так. наш европейский. Гостевая. Ага. Где гостевая. Здесь мы, сейчас жена нету, она в Челябинске. Я один сейчас. Просто света нет. Это здесь. Это кухня. Это все плиту. Это печка, когда... Но это современный дом? А? Это современный? Да. Это еще пока современный. Да, пока современный. И Это просто здесь, это, оттуда туда. Раньше был, и мы обшивали его. все, я понял. Это современный. значит. Да, это телевизор, вот этот холодильник. И стены у вас узкие. Метр. А для чего такие стены такой толщины? Толщина, чтобы крепко. Землетрясение, брат, у нас 12-бальное землетрясение в Таджикистане, как Турция. Мы в одном линии. Сейсмические зоны называются, Ага. понимаешь, да? Ты человек грамотный. Потому что такие, они устойчивее. Вот там, это тоже наш дом, двухэтажка там. Вон оттуда, Ага. видно, это наш дом. Это как коттедж. Мои сестры там в Душанбе живут, летом они приезжают и сюда просто отдыхают. Герани цветы. Да. Вот это дом наш. Вот здесь ванна, ну, санузел называется, как у вас. Вот это доллар называется. Понимаешь, да, такой, если нет у тебя дома. купи Цветок? душа. Это называется доллар. Доллар? Да. Денежное дерево. Дом, денежное дерево. Короче, дом посадишь, вот такой Ага. тубике. И они деньги тебе... Да у меня домой что-то есть такое, по-моему, что-то не Доллар спасает. называется. Но это спасается. Ключи вот от дома или от какого-то офиса, Ага. вечером, чтобы ты их повесил вот сюда. Потому что они много энергии от себя. Плохое забирают. Плохой забирает, энергию дают, хорошая энергия дают. Вот это доллар называется. Все, я еще посажу парочку дома. Конечно, вот с Душанбе купи. Да мне везти лет далеко. 15. Почему? В тубик положишь. Из Душанбе в Москву везти? Ну что? Ты самолетом жили? Ну да. Ну что интересно, за 2-3 дня, даже если поездом едешь, ничего не будет. Просто в почву положишь, чуть-чуть водички и домой. То есть прям гарантия, что я стану богаче? Конечно. Это хорошо. Ты поверишь. Нет, это Потом- хорошо. Потом мне спасибо еще скажешь. Номер телефона тебе дам. Вот этот дом, вот этот другой дом. Опа-на. Здесь тоже гости. Вот здесь уже интересней. Это гости. Это вот такие. А Ага. дом, который большой-большой, мы здесь. Дом большой-большой вот здесь. Вот ты сказал, что вот это. Вот этот запах, мапах, все дурное. Просто сейчас стекло там, потому что мы повесили это, лягушку. Снимаем и все, воздух туда. Теплота. То есть вот самое главное, это для того, чтобы плохой воздух не ходил. Да, да. То есть Туда он быстрее, короче, поднимается. Не через это. Не через окно? Окошко тоже Ага. есть, но нет. Все туда. Раньше мы вот здесь печка, вот смотри, печка здесь. Мы здесь жили. А сейчас не живем, потому что, ну, большой. А здесь, объясните мне, здесь
Это вот спальня, вот это вот. И здесь вот спальня. Вот Это здесь всё вот там спальня? И там спальня. Вот Это сколько человек? Вся семья получается здесь? Ну, не все семья. Ага. Мы раньше, допустим, раньше вот эти дома у нас современные не были. Здесь мы жили. Печка вот здесь, вот печка здесь, Мгм. вот труба здесь. А сейчас все снимали по-современному, понимаешь? А это точно для того, чтобы этот воздух. Это Да. прям 100%. Конечно, конечно. А вот еще форма потолка интересная. Есть какое-то объяснение? То этот потолок, знаешь, это с древних времен нам остался от дедушки. Ну это что, с религией Да, связано? вот с религией. Раз, два, три, четыре, пять. Столбы вот эти. Да, Пять столбов. 5 столбов. Объясните, пожалуйста. Ну как объяснить тебе? 5 столбов у нас 5 эти самые, как тебе сказать? Вот как Это 1980-й, да? 80-е, да, когда Олимпиада была в Москве, Дом построили. дом построили. Ну, неплохо сохранился. Хорошо. Вот так. 5 последователей пророка, по-моему, да? Вот, да, после Мухаммада. Наши священники они. Али, Ну, интересно, конечно, здесь. А хватало вот этой печки, чтобы прогреть эту комнату? конечно, углем тут. Углем? Дровами нельзя, потому что, понимаешь, наши 6,5 только углем и там. Сколько такой дом стоит? Вот сейчас, здесь, например. Сейчас такое не строят здесь. Это раньше, знаешь, допустим, свадьбу сыграли, раньше ресторанов не было, кафе не было. Просто все собрались, допустим, гости наши, родные наши, соседи наши, и все собрались туда. Здесь как-то танцплощадка называется, здесь танцевали. Там, допустим, сидели эти музыканты там сидели, здесь танцевали, а люди там сидели и покушали. А Здесь плясали вот где? а? Плясали Вот где? здесь. Вот. Стол убрали, стола нету здесь, оттуда плясали вот туда. Человек 4, допустим, 4 мужика, 4 женщины. А люди вот так сидят и кушают. Кто хочет танцевать, пусть танцует. Сколько в такую комнату вот человек влезет, например, какой-то праздник отмечать, сидеть, чтобы Ну поесть? подожди, сейчас я тебе скажу. Человек 70-80. Вот здесь Да, 70 человек? Да. Вот так и сидят. И так сидят, и так сидят, и так сидят, и так, и наверху тоже. Интересно. Но есть, вот это как будто наш средний дом, а есть побольше. Такие же, но Размеру больше. Побольше там. Вот в сторону Гунда, сейчас вы через Гунда едете, по дороге заходите в любой дом. 2 раза муки, допустим, или полтора больше, чем. А в Рушане? В Рушане мало. В Рушане больше размер такие, а в Гунде. Гун? Хорога дальше. Вы же туда едете, Чумурга. Там больше таких домов, да? Да. Где Гейс, вот там называется. Ну, после Хорога, короче. После Хорога. Эти дома тоже возле дороги. Старые. Ну, такие дома вот как. Сейчас такие не строят. Ну, знаешь, раньше свадьбу, говорю, сыграли. Допустим, или человек, когда вот помирает, родной, здесь его, допустим, все это делает. Как тебе Дуа, сказать, молитва. Дуа, молитва. Придет и вот так. И люди сидят здесь. И Всё. попрощаются. Спасибо за объяснение. Ладно. Бездомные собаки, как в Москве бомжи. Здесь бомжи, Московские бомжи. а здесь бомжи у нас собаки, дикие собаки, их называют бомжи. Волки есть? Волки. Волки там в горах. И между нас, там вот лес большой Ага. на Тут... границе. Волки А там, медведи есть? медведя нет. Медведи, вы проезжали, Калайхум, там они. У нас медведей мало. Шакалы есть тут, допустим. Набафеман, табафе. Мафозаи? Это магазин переводится? Да. Мафоза. Почти считай, что чуть-чуть на русском. По-русски магазина, по-таджикски магаза. А мы здесь магаза не говорим. А Мы хуро- тоже магазин говорим. А хурок вари? Говорит продовольственное.
Ой, мехта это. а вам молхой? Разные товары. Вам Разные молх- товары. А Мехта? Раз, да, мехта. А имя Эльназар, да? Да, отец мой. А. Моторы, масла тут продаю. Все, здесь все есть. А свет есть? Света нету. Света нету, брат. Не, ну нормально, в принципе, для такого Для кого? поселка, да, кишлака, в принципе, все есть. Ладно, спасибо большое. Большое спасибо. Там женщина хочет зайти, она стесняется, видно. Связь здесь вроде бы есть. Есть возможность зайти в интернет. До Рушана осталось где-то километров 12. Под вечер все выходят к центральной дороге посидеть, поболтать, других посмотреть, себя показать. Заправка появилась. Какой бы ни был кишлак, практически везде, я вижу, школы есть. Абсолютно везде. Мимо такой остановки нельзя проехать. Везде горные козлы. Миру мир. Еще горные козлы. Ну, так как мы в горах, поэтому, наверное, и везде его восхваляют. Буквально, я не знаю, километр, может быть. Прям огромные снега лежат. Зимой здесь лавины сходят. Но местных это не касается. Они научились ставить дома так, чтобы не засыпало их. Выбирают удобное положение всегда. Это, наверное, пригород Рушана. Окраина, может быть. Хотя там вывеска была 10 километров. Вот. Опять девушки попадаются, они как метиски. Все метиски. На вид. Они так внимательно рассматривают мою камеру. И снова в горы. Очень много хороших моментов пропускаю, просто не получается быстро включить камеру, пока настроишься, или кто-то стоит, или солдаты идут. Приходится потом ехать и сожалеть. Там было очень интересное кладбище, и оно прям находилось в парке. То есть такая аллейка, большие деревья старые, и аккуратненько надгробные плиты стояли. Просто аккуратно все. Такое тихое, уютное место для релакса. Много выращивают тополей. Важный строительный материал здесь. В основном для крыши используется дома. Очередной блокпост. И опять тили-тили тролливали называется. В общем, поболтали минут 15 с сотрудниками. Куда едете, зачем едете. Интересно ему весь мой путь. Все разговаривают здесь на «вы». Не на «ты», а на «вы». Чувствуется холодок. Просто пару-тройку метров снега. Там, наверное, даже и побольше. Школы
библиотеки. И после этого слова я вижу лицо военного, который на меня смотрит с вышки. У меня, я думал, растворится сейчас камера в руке. Постоянно попадаю в неловкие моменты. Вот они стоят там, где ты не ждешь. Вот реально не ждешь. Вот вроде вот едешь, о, какое место красивое, никого нет, дай-ка я поснимаю. Только сворачиваешь. Или пост, или еще что-то. Хочется снять побольше красивых мест. Но, увы. Стоят погранцы, 3 человека. В бинокль разглядывают, ну там, кишлак. Я просто на приколе останавливаюсь, спрашиваю: пацаны, что там интересного? Они девушек разглядывают афганских в бинокль. Я попросил, тоже взял бинокль, посмотрел. Но я кроме деда, который пашет, ничего там не увидел. Ну, там высматривать как неудобно. И просто машины едут, и они вроде бы погранцы, пацаны еще молодые, дали посмотреть. Ну, мало ли, кто-то старше поедет, у них проблемы просто будут. Поэтому девчонок выискивают симпатичных. Мне кажется, любой бы смотрел в бинокль, если у него был бы бинокль. Река бирюзового цвета. И прям пляжи, можно сказать, песчаные. Не так много машин катается по афганской стране. Одни мотоциклисты и легковые Тойоты. Еще одна Тойота. Одни Тойоты. Здесь живет, наверное, какой-то афганский бай. Потому что дом большой, новенький. Все красиво. Вроде бы вот с этой стороны кишлаки, памирцы. Через речку, буквально 100 метров вместе с рекой, афганцы. Разные дома. Вера по-разному немножко трактуется. Разная кухня. Так вот. Все разное, менталитет разный, одежда разная. Вроде бы похожи, а вроде бы и нет. И все это вот 100 метров. Заметил, что некоторые солдаты, они ходят по трое все. Идут прям молодые, ну, лица, я не знаю, может, по 18 лет, прям школьники. И они идут с автоматом просто. А те, которые постарше, уже такие, ну, и лица такие, как сказать, грубо, наверное, борзые, но такие вот прям, более такие, бруталы. Они идут тоже с автоматами, но у них штык-нож у всех есть. Более опытные, что ли. Что-то начинает происходить с головой у меня. Не могу объяснить это. Или из-за того, что поднимаюсь все выше и выше, но вот прямо сейчас, на данный момент, присутствует такая ноющая, тихая головная боль. Хотя я вообще никогда не страдаю магнитными полями, магнитные штормы. Это не для меня. Я говорю, наверное, поднимаемся в горы только по этой причине. Добро пожаловать в Харок. Вот так выглядит гнездышко. Все просто и скромно. Самое главное, что здесь центральное отопление. Можно постираться, помыться и тепло. Коротко об атмосферном давлении. Оно вздутое. Вот эта банка вздутая. Столовые не работают. Магазин один, поэтому питание вот только такое. Сушняк. Вид из окна ночью. На улице очень холодно, вечереет. Ласточка внизу стоит. И что там написано у нас? Поянда бот вахдату я гонаги.
Васуху, Суббот. Вообще ничего не понятно для меня, если честно. Ни одного знакомого слова.